В январе 2025-го айсберг А-84 Бастуэи, один из крупнейших в истории наблюдений, размером почти с Германию, сдвинулся с места, где пролежал неподвижно 37 лет. Под ним обнаружили не просто морское дно, а правильные каменные структуры с прямыми углами, которых в природе не существует. Ученые до сих пор не могут объяснить, что именно там находится, Кетчумукесея, да и почему доступ к этому месту был немедленно ограничен. Спутниковые снимки, сделанные через 72 часа после смещения айсберга, показали участок морского дна площадью около 3000 квадратных километров, который не видел солнечного света с эпохи Плейстоцена. Американское космическое агентство и британская антарктическая служба опубликовали первые изображения с разрешением около 3 метров на пиксель. И на них отчетливо видны геометрически правильные выступы на дне, расположенные параллельными рядами. Геолог Кембриджского университета Джеймс Хиллари, один из первых, кто получил доступ к снимкам, заявил в интервью изданию Nature Geoscience, что подобная симметрия в природных породах теоретически возможна, но крайне редка и никогда не встречается одновременно в нескольких десятках объектов на одном участке. Структуры на дне образуют нечто похожее на сетку улиц. Прямые линии пересекаются под прямым углом, образуя блоки примерно одинакового размера, около 120 метров в длину и 80 в ширину. Выступы на дне поднимаются на высоту от 4 до 12 метров. Батиметрическое сканирование, проведенное с борта норвежского исследовательского судна Кронпринц Хокон в феврале 2025-го, добавило объема к общей карте. Их поверхность значительно более гладкая, чем окружающие скальные породы. Разница в шероховатости фиксируется акустическими датчиками. Часть структур покрыта толстым слоем биологических отложений, что указывает на очень длительное нахождение под водой еще до того, как айсберг лег сверху. Норвежские ученые взяли пробы донных осадков между структурами. Это означает, что данный участок дна не был открытой сушей как минимум последние 800 тысяч лет, задолго до появления современного человека. Радиоуглеродный анализ показал, что верхний слой отложений сформировался не менее 800 тысяч лет назад. Тем не менее, в пробах грунта между структурами обнаружены следы обработанного камня. Частицы, чья форма не соответствует естественному дроблению породы при тектонических процессах. Российская антарктическая экспедиция, зимовавшая на станции «Прогресс», направила к месту находки беспилотный подводный аппарат. Видеозапись с его камер, частично опубликованная в марте 2025-го, показывает ровные вертикальные плоскости, уходящие в ил. В одном месте на глубине около 8 метров от поверхности дна просматривается нечто похожее на арочный проем. 2 вертикальных каменных блока и горизонтальная перемычка над ними. Размеры обнаруженного комплекса поражают даже в рамках самых осторожных оценок. Российские ученые официально назвали это естественным результатом давления пласта. Однако 3 из 5 членов группы подписали отдельный внутренний отчет с несогласием с такой трактовкой. По предварительным данным, правильные структуры занимают непрерывную площадь около 800 квадратных километров. Это сопоставимо с площадью современного Берлина. Если принять версию об искусственном происхождении хотя бы части объектов, то по масштабу это превышает все известные археологические памятники мира вместе взятые. Для сравнения, древний Вавилон занимал около 10 квадратных километров, а весь комплекс Гизы менее 2. Именно поэтому несколько государств одновременно запросили введение ограничительного режима в данном секторе Антарктиды через консультативное совещание по договору об Антарктике. Запрос был удовлетворен в течение 9 дней. Рекордно короткий срок для подобных процедур, которые обычно занимают несколько месяцев. Главный вопрос, который немедленно встал перед научным сообществом: возраст структур не совпадает ни с одной известной человеческой цивилизацией. 800 тысяч лет назад на Земле существовал только Homo erectus, прямоходящий предок человека с объемом мозга вдвое меньше современного. Он умел раскалывать камни для получения режущего края, но не возводил многоэтажные каменные блоки с геометрически выверенными пропорциями. Палеоклиматолог из университета Колорадо Сьюзан Маркс опубликовала расчеты, согласно которым территория нынешней Антарктиды была частично свободна от льда в период от 1 миллиона до 800 тысяч лет назад. Именно тогда, когда климат Земли проходил через так называемый среднеплейстоценовый переход. Среднегодовая температура на антарктическом побережье в тот период могла достигать плюс 8 градусов по Цельсию, примерно как в современном мире. Береговая линия была иной. Уровень моря стоял на 22 метра ниже нынешнего, и участок под бывшим айсбергом А-84 находился на суше. Это означает, что теоретическое окно для существования цивилизации на этом месте, до того, как территория ушла под воду и затем под лед, составляет от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч лет. Кто мог населять эту землю в тот период, неизвестно. Ни одна из признанных наукой ветвей эволюции человека не предполагает существование существ с подобными строительными способностями в указанный временной период. Японский археолог Кензи Ватанабе из Токийского университета выдвинул гипотезу о параллельной эволюции. Отдельной ветви разумных существ, развившейся независимо от африканской линии гоминид и не оставившей других следов в летописи окаменелости.
Эта гипотеза немедленно вызвала волну критики. Палеонтологи указали, что за 1,5 века систематических раскопок на всех континентах не найдено ни одного черепа, ни одной кости, которую можно было бы отнести к подобной группе. Альтернативную версию предложил геофизик Питер Шульц из университета Брауна. Если принять эту модель, то территория под айсбергом А84 могла находиться в умеренном климатическом поясе еще раньше, до 1 миллиона 200 тысяч лет назад. По его расчетам, Антарктида могла занимать иное положение на поверхности планеты 800 тысяч лет назад из-за процесса смещения земной коры, так называемой теории Хепгуда о полюсном смещении. Официальная геология считает теорию Хепгуда маргинальной, однако находка в Антарктиде заставила нескольких исследователей пересмотреть это отношение. Параллельно группа специалистов по акустическому зондированию из Массачусетского технологического института провела анализ плотности каменных блоков дистанционными методами. Результат оказался неожиданным. Внутри нескольких крупных структур зафиксированы полости. Не случайные трещины, а регулярные пустоты одинакового размера, расположенные на одной глубине относительно верхней плоскости блока. В природном камне такие полости не образуются без внешнего воздействия. Египтолог и независимый исследователь Роберт Шох, известный своей работой по датированию сфинкса, заявил в подкасте Джо Рогана, что описание антарктических структур напоминает мегалитические комплексы, разбросанные по всему миру, от Перу до Турции. По его словам, у всех этих объектов есть общая черта. Они значительно древнее, чем принято считать, и их строители использовали технику подгонки каменных блоков без связующего раствора. Те же признаки, плотное примыкание поверхностей без зазоров, фиксируются на антарктических структурах по данным акустического сканирования. На сегодняшний день ни одна из версий не получила официального подтверждения. Международный комитет по антарктическим исследованиям объявил о формировании специальной рабочей группы, которая должна представить предварительные выводы не ранее декабря 2026 года. До этого момента любые экспедиции в зону обнаружения структур требуют специального разрешения, которое на практике не выдается никому за пределами узкого круга аккредитованных организаций. Точное датирование структур оказалось технически сложнее, чем предполагалось изначально. Радиоуглеродный метод бесполезен для объектов старше 50 тысяч лет. Его предел точности заканчивается именно там, где начинается интересующий ученых временной диапазон. Поэтому норвежская группа применила два других метода – оптически стимулированную люминесценцию и уран-ториевое датирование. Оптически стимулированная люминесценция измеряет, как долго минеральные зерна не видели солнечного света. Образцы кварца, взятые из трещин между блоками, показали накопленную дозу радиации, соответствующую периоду от 850 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч лет. Это означает, что поверхности блоков были закрыты от света именно столько времени, то есть структуры существовали уже до того, как данный участок ушел под воду. Уран-ториевый анализ карбонатных корок, нарастающих на поверхности камня в морской воде, дал независимое подтверждение. Самые древние корки на внешних поверхностях блоков сформировались около 830 тысяч лет назад. Это нижняя граница возраста самих структур. Они были построены до этой даты, поскольку карбонатные корки начали нарастать уже после того, как конструкции оказались под водой. Таким образом, оба метода независимо друг от друга указывают на один и тот же вывод. Структуры существовали как минимум 830 тысяч лет назад. Для сравнения, древнейшие известные постройки человека, обнаруженные в Марокко, датируются примерно 300 тысячами лет. Египетские пирамиды моложе антарктических структур в 1700 раз. Геохимик Андреа Феррари из Болонского университета обратила внимание на состав самих каменных блоков. Порода, из которой они сложены, представляет собой разновидность базальта с необычно высоким содержанием оливина. Ближайшие геологические выходы породы с аналогичным химическим составом находятся в 340 километрах от места обнаружения структур, на подводном хребте, который 800 тысяч лет назад был частью береговой линии. Это означает, что строительный материал был доставлен на значительное расстояние. Естественным путем такое перемещение базальтовых блоков весом от 20 до 80 тонн невозможно. Ледниковый перенос исключен по двум причинам. Во-первых, движение ледников оставляет характерные царапины на поверхности камня, так называемые штрихи. На блоках антарктических структур штрихов нет. Во-вторых, ледниковый перенос укладывает породу хаотично, а не правильными рядами с одинаковыми интервалами между блоками. Океанолог из Вудсхоллского океанографического института Томас Прайс предложил проверить, не могло ли течение сформировать подобные структуры путем избирательной эрозии мягких пород вокруг твердых базальтовых включений. Компьютерное моделирование, запущенное его группой, показало, такой механизм способен создать отдельные прямоугольные выступы, но не регулярную сетку из сотен объектов одинакового размера на площади 800 квадратных километров. Вероятность случайного формирования наблюдаемой картины естественными процессами была оценена как 1 к 10 в 23 степени, то есть практически равна нулю. Параллельно геологи обнаружили еще один аномальный факт. Донные осадки между структурами содержат слой пепла вулканического происхождения, датированный примерно 1 миллионом лет. Этот слой залегает непрерывно по всему исследованному участку, кроме тех мест, где стоят блоки.
Вокруг оснований структур пепел отсутствует, что означает одно. Блоки стояли на этом месте уже во время вулканического извержения миллион лет назад и закрывали грунт под собой от осадка. Возраст структур таким образом превышает 1 миллион лет. Первые спутниковые снимки высокого разрешения появились в открытом доступе на платформе одного из европейских космических агентств 14 февраля 2025 и были удалены через 7 часов. За это время их успели скачать и распространить несколько тысяч пользователей. Архивные копии до сих пор циркулируют на специализированных форумах, посвященных дистанционному зондированию Земли. На снимках с разрешением около полуметра на пиксель видно значительно больше, чем на официально опубликованных материалах с 3-метровым разрешением. Отчетливо различимы не просто прямоугольные выступы, а структуры с внутренними перегородками. Блоки разделены на секции, причем некоторые секции имеют круглые углубления в верхней плоскости диаметром от 2 до 4 метров. Расположение этих углублений повторяется в нескольких десятках объектов с одинаковым интервалом. Пользователь под псевдонимом «Полярный картограф» на форуме «Геофизика без границ» провел детальный анализ просочившихся снимков и опубликовал результаты в виде аннотированных карт. По его измерениям структуры образуют 18 параллельных рядов, ориентированных точно по оси север-юг, с отклонением менее 1 градуса. Перпендикулярные ряды ориентированы по оси восток-запад с той же точностью. В центре комплекса находится группа из 7 крупных структур, размер каждой из которых втрое превышает средний по всему участку. Официальная реакция на утечку оказалась примечательной. Представитель Европейского агентства заявил, что снимки были удалены из-за технической ошибки при публикации и нарушения процедуры обработки данных. Однако журналист издания Der Spiegel Klaus Becker установил, что снимки прошли полный цикл стандартной обработки и были опубликованы через официальный интерфейс, а не случайно попали в открытый доступ. Его запрос об официальных комментариях остался без ответа в течение 3 недель. Американский спутник серии WorldView прошел над данным районом 21 февраля. Коммерческие заказчики, оформившие стандартные заявки на съемку этого сектора Антарктиды, получили уведомление об отказе со ссылкой на временное ограничение съемки в интересах международной научной программы. Такая формулировка применяется крайне редко. Последний раз подобный запрет вводился над районом испытаний ядерного оружия в Северной Корее в 2017. Норвежский полярный институт опубликовал официальное заявление, в котором подтвердил факт обнаружения геологически необычных структур и сообщил, что полные данные будут переданы в международную рабочую группу. Никаких изображений к заявлению приложено не было. Ну что, пока ученые пытаются разгадать загадки Антарктиды, почему бы не разгадать и свои задачи с помощью нейросетей? Загляните на наш сайт playprofuture.com. Там собраны все самые популярные нейросети по одной подписке. И не забудьте, что только сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите 500 бонусных токенов для воплощения своих идей. 3 ученых из норвежской экспедиции, чьи имена фигурировали в первоначальных пресс-релизах, перестали отвечать на запросы журналистов после 25 февраля. Один из них, глициолог Эрик Сольберг, удалил свои аккаунты в профессиональных научных сетях. Независимый исследователь из Финляндии Микко Лайне восстановил часть удаленных снимков из кэша поисковых систем и обнаружил на 3 из них объект, который не вписывается в общую картину каменных структур. В северо-восточной части комплекса, на глубине около 12 метров от поверхности дна, просматривается объект цилиндрической формы длиной около 40 метров. Его поверхность значительно светлее окружающего камня, что указывает на иной состав материала. Лайне опубликовал анализ на своем сайте в начале марта. Через 2 суток сайт перестал открываться, а сам исследователь сообщил в социальных сетях, что получил юридическое уведомление о нарушении авторских прав на спутниковые данные. Американское космическое агентство располагает спутниками с разрешением съемки до 15 сантиметров на пиксель. Это в 20 раз точнее, чем снимки, которые успели утечь в открытый доступ. За период с января по март 2025 агентство не опубликовало ни одного изображения района бывшего айсберга А-84. Официальный сайт агентства за этот период выпустил 14 пресс-релизов на антарктическую тематику. Все они касались изменения климата и таяния ледников. Ни в одном не упоминался комплекс структур. Журналист Марк Томпсон из издания Intercept направил запрос в агентство на основании закона о свободе информации 4 февраля 2025. Стандартный срок ответа по такому запросу составляет 20 рабочих дней. На момент публикации его материала, там 6 апреля, ответа не поступило. Агентство подтвердило получение запроса автоматическим письмом, после чего коммуникация прекратилась. Бывший сотрудник агентства, специалист по дистанционному зондированию Земли Дэниел Коэн, выступил анонимно в подкасте «Темная материя» и сообщил, что внутри ведомства данная тема помечена кодом ограниченного научного доступа. Это внутренняя категория, которая формально не засекречивает материалы, но требует специального допуска для работы с ними. По словам Коэна, такой статус присваивается крайне редко и обычно применяется к данным, которые могут вызвать неконтролируемую общественную
общественную реакцию до завершения официальной экспертизы. Независимо от агентства Антарктическим районом заинтересовалось Агентство передовых исследовательских проектов Министерства обороны США. Факт интереса установлен косвенно. В реестре федеральных контрактов зафиксирован договор от 17 февраля 2025 с компанией Okeanos Exploration Technologies на проведение подводного картографирования в секторе 80 градусов южной широты. Сумма контракта составила $18 миллионов, срок исполнения 6 месяцев. Название района в контракте не указано, однако координаты сектора точно совпадают с местом обнаружения структур. Китайское национальное управление по океанографии отреагировало иначе. Оно не стало молчать, а опубликовало собственные данные. Китайский спутник дистанционного зондирования прошел над районом 28 января, и агентство опубликовало батиметрические карты с разрешением около 2 метров. На китайских картах структуры обозначены как нерегулярные геологические образования плейстоценового возраста, без дополнительных комментариев. Западные исследователи немедленно обратили внимание, что китайская карта намеренно обрезана. Она не включает северо-восточную часть комплекса. Именно ту, где финский исследователь Лайне обнаружил цилиндрический объект. Европейское космическое агентство созвало внеплановое совещание комитета по наблюдению Земли 26 февраля. Повестка совещания официально не публиковалась. Источник внутри агентства сообщил порталу Space News, что на совещании обсуждалась координация публикации данных дистанционного зондирования Антарктиды между несколькими космическими агентствами. Фактически речь шла о синхронизации информационной политики, чтобы разные страны не публиковали противоречащие друг другу данные об одном и том же объекте. Итогом совещания стало совместное заявление 6 космических агентств, опубликованное 3 марта. В нем говорилось, что все данные дистанционного зондирования района бывшего айсберга А-84 будут передаваться исключительно в международную научную рабочую группу и не подлежат самостоятельной публикации до завершения первичной экспертизы. Срок экспертизы в заявлении указан не был. Это первый случай в истории космической отрасли, когда конкурирующие агентства из разных стран добровольно договорились об одновременном ограничении публикации научных данных. Акустическое сканирование внутренних полостей блоков дало результат, который специалисты по строительным технологиям назвали необъяснимым. Пустоты внутри структур расположены не хаотично. Они образуют систему взаимосвязанных каналов диаметром от 40 до 70 сантиметров, проходящих через несколько блоков подряд. Инженер-строитель Паоло Конти из Миланского политехнического института, изучивший акустические данные, заявил, что подобная система каналов функционально напоминает вентиляционную или дренажную сеть, но спроектированную с точностью, недостижимой без математических расчетов. Точность подгонки блоков друг к другу оказалась сопоставимой с современными промышленными стандартами. Зазор между соседними блоками в большинстве случаев не превышает 2 мм. Для сравнения, в египетских пирамидах, которые считаются эталоном древнего строительного мастерства, средний зазор между блоками составляет около полумиллиметра. Однако египетские пирамиды моложе антарктических структур на 800 тысяч лет и строились существами с мозгом современного объема. Поверхность блоков в нескольких местах сохранила следы механического воздействия. Геолог Карин Ларсон из Стокгольмского университета описала их как параллельные бороздки глубиной от 1 до 3 мм с одинаковым шагом около 8 мм. Такой рисунок характерен для обработки поверхности вращающимся инструментом, фрезой или аналогичным устройством. Никакой природный процесс не оставляет регулярных параллельных бороздок с постоянным шагом на твердом базальте. Базальт сам по себе является одной из самых твердых горных пород. Его твердость по шкале Mohs составляет около 6 единиц. Для его механической обработки необходим инструмент твердостью не менее 7-8 единиц. Это корунт, топаз или алмаз. Ни один из инструментов, приписываемых Homo erectus, грубые кремниевые отщепы твердостью около 7 единиц, не способен оставить на базальте регулярные бороздки с миллиметровым шагом. Для этого нужен либо очень твердый материал в форме вращающегося диска, либо технология, о существовании которой в плейстоцене наука не подозревала. Французский физик Жан-Люк Моро из Национального центра научных исследований обратил внимание на еще одну аномалию. Несколько блоков демонстрируют признаки термической обработки поверхности. Кристаллическая структура базальта в верхнем слое толщиной около 5 мм изменена так, как это происходит при нагреве до температуры выше 1200 градусов по Цельсию с последующим быстрым охлаждением. Эта технология называется закалкой и применяется в современной металлургии для повышения твердости и устойчивости материала. Применение закалки к каменным поверхностям в промышленных масштабах не зафиксировано ни в одной известной древней культуре. Если суммировать все технические характеристики, точность подгонки блоков, внутренние каналы, механические бороздки, термическая обработка поверхности и транспортировка 80-тонных блоков на расстояние 340 километров, получается портрет строительной технологии, которая по отдельным параметрам превосходит возможности современной строительной индустрии. Современные строительные краны способны поднимать блоки весом до нескольких сотен тонн. Однако точность подгонки
изгонки в 2 мм при работе с базальтом требует компьютерного проектирования и лазерного контроля размеров. Инженер-механик Сергей Волков из Санкт-Петербургского государственного политехнического университета опубликовал расчет, в котором оценил минимальный технологический уровень, необходимый для создания наблюдаемых структур. По его выводам, строители должны были владеть металлургией твердых сплавов, механическим приводом для вращательного движения, методами точного измерения длины с погрешностью не более 1 мм и способом нагрева камня до температуры выше 1200 градусов в контролируемых условиях. Каждый из этих элементов по отдельности появился в истории человечества не ранее нескольких тысяч лет назад. Все вместе они существуют в комплексе только в индустриальную эпоху. Последние 200 лет. 23 марта 2025 норвежское судно Кронпринц Хокон получило по спутниковой связи предписание немедленно покинуть район исследований. Предписание пришло не от норвежских властей. Оно было направлено секретариатом договора об Антарктике от имени консультативного совещания в составе представителей 12 государств. Капитан судна Эрик Хансен впоследствии сообщил журналистам, что за 30 лет работы в антарктических водах никогда не получал подобных приказов в подобной форме, с требованием покинуть район в течение 6 часов. На борту судна в момент получения предписания находился подводный аппарат, который вел съемку в непосредственной близости от центрального скопления крупных структур. Аппарат был поднят на борт досрочно. Старший научный сотрудник экспедиции Ингрид Нильсен позднее рассказала в интервью норвежской газете Aftenposten, что последние 20 минут записи с камер аппарата показывают нечто, что команда до сих пор не может идентифицировать. По ее словам, в северо-восточной части центрального комплекса аппарат зафиксировал участок дна, где базальтовые блоки образуют замкнутое пространство с перекрытием сверху, то есть помещение с сохранившейся кровью. Внутри этого пространства камеры зафиксировали объект, который не является камнем. Нильсен отказалась описывать объект подробнее, сославшись на подписанное соглашение о неразглашении. Сам факт существования такого соглашения примечателен. Его подписание означает, что какая-то организация, предположительно международная рабочая группа или одно из правительств, располагает юридическими инструментами для ограничения публичных высказываний участников научной экспедиции. 3 дня спустя, 26 марта, в антарктический сектор вошли 2 военно-морских судна. Американское исследовательское судно «Натилус» и британский патрульный корабль «Протектор». Оба судна не имеют отношения к гражданским научным программам. «Протектор» является штатной единицей Королевского военно-морского флота и используется для патрулирования британских антарктических территорий. «Натилус» приписан к военно-морским силам США и оснащен глубоководным оборудованием для работы на глубинах до 6000 метров, и значительно более мощным, чем то, что имелось на борту норвежского гражданского судна. Местонахождение обоих кораблей в антарктическом секторе было установлено по данным системы автоматической идентификации судов. Однако 28 марта оба судна одновременно отключили транспондеры, стандартные маяки, которые обязаны работать непрерывно согласно международным морским правилам. Отключение транспондера в открытом море является грубым нарушением Конвенции о безопасности на море и практически никогда не происходит случайно. После отключения сигналов оба судна исчезли с гражданских систем слежения на 19 дней. За эти 19 дней произошло несколько событий, которые впоследствии сложились в единую картину. Глицолог Эрик Сольберг, тот самый, который удалил свои профессиональные аккаунты в феврале, появился в Осло и дал единственное публичное интервью местному радио. Он сказал дословно следующее: «То, что находится под этим льдом, меняет не отдельную научную дисциплину. Оно меняет все, что мы думаем о себе, как о виде». После этого интервью Сольберг снова исчез из публичного пространства, и его местонахождение неизвестно до сих пор. Одновременно в Вашингтоне прошло закрытое заседание Комитета по науке, космосу и технологиям Палаты представителей США. Повестка заседания была засекречена полностью. Это происходит примерно в 3% случаев работы данного комитета и обычно связано с военными технологиями или вопросами национальной безопасности. На заседание были приглашены представители агентства, Национального научного фонда и командования специальных операций. Последнее не имеет никакого отношения к научным исследованиям в Антарктиде, если речь идет о стандартной научной программе. 16 апреля оба военных судна вновь появились на радарах гражданских систем слежения, уже за пределами антарктического сектора, на пути в свои базовые порты. Никаких официальных комментариев о характере проведенных работ не последовало ни от американской, ни от британской стороны. Вопрос, заданный в начале, звучал просто: что обнажил айсберг А-84, сдвинувшись с места после 37 лет неподвижности? Ответ, который складывается из всех имеющихся данных, настолько радикален, что большинство официальных институтов предпочитают молчать, а не опровергать. На дне Антарктического моря лежит комплекс искусственных сооружений возрастом более 1 миллиона лет. Его строители владели металлургией, механическим приводом, точным измерением и высокотемпературной обработкой камня. Они транспортировали 80-тонные блоки на расстояние 340 километров и возводили здания с внутренними вентиляционными системами на площади, сопоставимой с современным Берлином. Все это произошло за 800
500 тысяч лет до строительства египетских пирамид и за миллион лет до появления Homo sapiens. Официальная история человечества начинается с первых каменных орудий возрастом около 3 миллионов лет и заканчивается современной цивилизацией возрастом около 10 тысяч лет. В этой хронологии нет места для высокотехнологичной цивилизации плейстоценового периода. Именно поэтому находка не вписывается ни в одну существующую академическую модель. И именно поэтому 6 космических агентств одновременно договорились не публиковать данные, 12 государств экстренно ввели ограничения на доступ к району, а ученые подписывают соглашение о неразглашении. Сокрытие информации подобного масштаба имеет свою логику. Признание существования доисторической цивилизации с технологиями промышленного уровня означает немедленный пересмотр всей палеонтологической летописи, всей археологии, всей антропологии. Это означает, что тысячи диссертаций, учебников и научных концепций оказываются построены на неполных данных. Это означает, что вопрос «откуда мы пришли» получает ответ, который противоречит всему, чему учили последние 200 лет. Есть и более практическое измерение. Если цивилизация с подобными технологиями существовала и исчезла, она исчезла по какой-то причине. Климатический переход, изменение уровня моря, вулканическая активность или нечто иное уничтожило ее настолько полно, что за миллион лет не осталось ни одной кости, ни одного артефакта на поверхности. Только каменные блоки на морском дне под 37-летним айсбергом. Осознание этого факта ставит совершенно конкретный вопрос о хрупкости любой цивилизации, включая ныне. Финский исследователь Лайне, чей сайт был заблокирован после публикации анализа цилиндрического объекта, написал в своем последнем доступном сообщении следующее. Самое странное не то, что они это скрывают. Самое странное, насколько слаженно и быстро они это сделали. Как будто у них был готовый план на случай именно такой находки. Международная рабочая группа должна представить предварительные выводы в декабре 2026. Если этого не произойдет, или если выводы окажутся сформулированы так, чтобы не отвечать ни на один из поставленных вопросов, это само по себе станет ответом. Айсберг А-84 сдвинулся случайно. То, что он обнажил, случайным не назовешь.